Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мы находимся в городе Измаил. Это Украина, а не Израиль. И не Турция, а это юг Одесской области. И мы составляем агрогороскопы по московскому времени. И сегодня мы рассмотрим с вами календарь агрогороскоп подкормок растений в августе 2021 года. Время московское. И сразу же хочу отметить несколько моментов. Вы мне пишете, что вот кто-то там что-то пишет, предлагает ложку чего-то куда-то подлить, и растения будут тоннами выдавать урожай. И так далее. Разные вот куда-то меня направляете. Сразу хочу вам сказать. Просто-напросто сами включите мозг и представьте себе, что вы утром выпили чашечку кофе, и будете целый месяц трудиться без питания, больше ничего не будете есть. Может ли быть такая ситуация? Поэтому будьте внимательны, если кто-то что-то вам предлагает, какие-то буквально непонятные вещи и в небольшом количестве, и это будет работать целый месяц с растением. Физиология растений – это очень важный процесс, и сегодня мы вам докажем, что это именно так, с помощью вот этого календаря. И еще один важный момент. Август месяц – это время, когда уже азотные удобрения мы убираем из подкормок. Это было еще и в июле месяце нужно было делать, но сейчас нужно подготовить растения к зимовке, к тому, чтобы садовые растения стали крепкими, здоровыми, чтобы древесина созрела. Поэтому мы используем в это время калий, кремний. Это очень хорошее удобрение, которое готовит растения к зимовке. Но давайте рассмотрим прямо с самого начала. Еще жарко. Первая половина августа на европейской части еще жаркая. Ну а ребята из Магаданской области, которые мне написали, что у них уже снег и мороз, естественно, вам нечего заботиться о подкормках. У вас уже все эти процессы позади. Поэтому те, кого этот вопрос волнует, пожалуйста, используйте нашу информацию. Мы эту информацию испытали на практике, а теперь можем поделиться с другими. Итак, телец, еще жара. В начале первого и второго, но второго только утром мы можем заниматься подкормками. Причем любые удобрения – это стихия земли. Но если сильно жарко, тогда будьте внимательны. Минеральные удобрения не используйте, особенно под корень, да и по листьям. Иначе будут листья сгорят и корни сгорят, и будут очень болезненно переносить растения вот этот момент подкормочек. Затем будет перерыв в подкормках 2 числа августа. После 11 часов начинается вот этот период стихии дыхания. Это стихия воздуха. Я ее называю стихией дыхания, потому что близнецы – это стихия воздуха. 3 и 4 это дело будет продолжаться. Растения будут заняты именно конкретно этим делом. И поэтому не поливаем и не подкармливаем. Все подкормки связаны с поливом. Нету воды, ваша подкормка просто-напросто уничтожит растение. Тоже очень болезненно переносят растения вот такие кормления. Поэтому это у нас пропуск. Мы здесь не подкармливаем наши растения. Зато уже, вот смотрите, у нас период 5, 6 и 7 утра. Это период нахождения Луны в знаке Рак. Это убывающая Луна. Поэтому мы можем использовать органические удобрения. Если не жарко, мы можем использовать и минеральные удобрения. Но очень в маленьком количестве. Снова же мы готовим растения к зимовке. Не увлекайтесь подкормочками. Далее период новолуния и, естественно, это время Льва, стихия огня. Луна в Лев зайдет в 10 часов 32 минуты 7 августа. Здесь будет находиться 8 августа и 9 августа практически весь световой день. Поэтому в стихии огня никаких подкормок, потому что не принимают растения в это время воду, не воспринимают просто-напросто. Поливы бесполезны. Поэтому, как вы себе представляете подкормку в это время, если
поливы не принимаются, естественно, и подкормки не принимаются. И растения в это время получают сильный ожог и стрессовую ситуацию. Поэтому 9-го только вечером, когда Луна перейдет в знак Дева, а это стихия корня, стихия земли, это дни корня, когда можно уже и подкормки под корень, и по листьям, не корневые проводить подкормочки. Это можно будет вечером 9, 10 и 11. Но 11 постарайтесь это сделать в период до 21 часа, потому что в 23 часа 09 минут 11 августа Луна переходит в знак Весы. И начинается снова же властвование стихии воздуха. Весы 12 и 13. Здесь будет особое задание в растений – дыхание. Дышать, дышать, дышать и выполнять важную задачу насыщения нужными питательными веществами всех клеточек растений. Особенно это опасно для корней, если вы еще здесь и поливать нельзя, а еще и подкормку влили под корень, то только-напросто вы уничтожаете растения. Будьте внимательны. Идем дальше. Скорпион. Уже 14 и 15 это стихия воды. Можно подкормки органическими удобрениями и очень хорошо внекорневые. Мне часто спрашивают, как это органические удобрения внекорневые. Да сейчас есть уже очень много новых удобрений, наноудобрений, современные удобрения без кислот, которые можно использовать для того, чтобы подкормить растения по листьям, и через листья очень быстро растение примет питательное нужное вещество. Поэтому вот 14-15 можно это использовать. И снова же стихия огня, стрелец, уже утром в 6 часов 12 минут 16 и 17 это знак стихии огня, стрелец. В это время мы, естественно, не подкармливаем растения. Зато уже 18, 19 и 20 рано-рано утром в Козероге. Это знак стихии земли. Это время корня, поэтому можем под корень поливать любые удобрения. Я надеюсь, что уже к этому времени температуры упадут. В вечернее время можно будет делать подкормочку такую. Но снова же это не азотные, не различные вот эти брашки, зеленые удобрения. Исключайте. Азот нам сейчас не нужен. Нам нужны удобрения, фосфор, калий, кремний. Эти удобрения, которые смогут подготовить наше растение к зимовке. Ну и нужен магний для того, чтобы плоды уже созревали и насыщались вкусными сахарами природными. Вот эти удобрения используются для того, чтобы подкормить наши любимые растения. Ну и не только растения сада, но и растения огорода. Это не значит, что можно и их азотными удобрениями удобрять. 20 августа Луна зайдет в знак Водолей, и здесь будет находиться 21 и 22 до 15 часов 43 минут. Водолей – это знак стихии воздуха, это время дыхания растений. Никаких подкормок, никаких поливов не проводим. Зато уже после 15:43, после 16 часов, Луна перейдет в знак Рыбы. И здесь будет находиться 22 вечером, 23 все 24 часа и 24 до 21 часа 58 минут. Что можно в рыбах сделать? Ну и, во-первых, это можно сделать прекрасное увлажнение земли. Ну а после полива можно провести подкормочки органическими удобрениями. Так как если в это время уже может быть и прохладное время, можете использовать и минеральные удобрения. Но постарайтесь эти удобрения не хелатные использовать, а современные наноудобрения, которые позволяют растениям хорошо подготовиться к зимовке. Это очень важная подсказка. Все ближе и ближе мы к концу августа, а там уже сентябрь и подготовка к зимовке полным ходом. Смотрите, у нас вечером 24 в 21:58 Луна зайдет в знак Овен и будет находиться здесь. 25, 26 снова же стихия огня. Несмотря на то, что возможно уже прохладные ночи,
в это время не занимаемся подкормками. Ни воду, ни подкормки в это время растения не воспринимают. Зато вот хороший период уже дальше будет. Это период 27, 28 и 29. Это время Луны в Тельце. Это убывающая Луна и очень хорошее время подкормок под корень. Кстати, и по листьям, и некорневые тоже хорошо подойдут все удобрения и разные удобрения. И причем можно проводить и под корень, и по листьям, и минеральные, и органические удобрения, в составе которых нужные питательные вещества, которые подготовят наше растение к зимовке. Азот вообще исключаем уже в это время. Ну и завершится месяц в знаке воздуха, стихии воздуха, это близнецы. Причем 29-го будет заход в этот знак вечером 19:42. Поэтому 29-го вечера уже никаких поливов и подкормок не проводим. Это время, когда растения заняты дыханием. И это будет длиться и 30 и 31 полностью все 24 часа. В это время не поливаем и не подкармливаем растения. У растений совсем другие задания в это время. Ну что ж, Раиса Горяченко и Александр Волик подготовили сегодня очередной календарь агрогороскоп подкормок растений в августе месяце 2021 года. Мы желаем, чтобы вы были сами здоровы и чтобы подготовили ваши растения к сложной зимовке, чтобы ваши растения были здоровы и заложили хорошие плодовые почки и фундамент для урожая 2022 года. Мы прощаемся с вами. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Всего вам самого доброго!